Приветствую, друзья! Планета переживает настоящий хаос. Катаклизмы следуют один за другим. За один день планета получила десятки ударов, и кажется, что природа не собирается останавливаться и только набирает обороты. Это реальность, которую уже невозможно игнорировать. На Великобританию обрушился атлантический шторм Чандра, ставший уже третьим именным штормом в стране с начала месяца. Стихия принесла с собой экстремальные ливни, ураганный ветер и обильные снегопады, спровоцировав масштабные наводнения и транспортный коллапс по всей стране. Наиболее критическая ситуация сложилась в юго-западной Англии, где в графстве Сомерсет был объявлен чрезвычайный режим из-за затопления десятков жилых домов и перекрытия основных дорог. В Донсете жителей парка трейлеров Ифорд-Бридж экстренно эвакуировали из-за угрозы, связанной с разливом реки Стоур. Шторм сопровождался ураганными порывами ветра, которые в Северной Ирландии и прибрежных районах Англии достигали 110-130 км в час. На пике непогоды более 30 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения из-за массовых обрывов линий электропередач. С перебоями столкнулась и авиационная отрасль. Более 150 рейсов были отменены в крупнейших аэропортах – Лондон и Белфаст. Железнодорожное и паромное сообщение через Ирландское море было частично приостановлено или работало с серьезными задержками. Метеорологическая служба Met-Office выпустила сотни предупреждений о наводнениях, отметив, что за время прохождения шторма Чандра уровень осадков в отдельных районах превысил январскую норму в 1,5 раза. В Катсбридже был установлен новый исторический рекорд суточных осадков для января – 100,8 мм. На севере Англии и в Шотландии ливни перешли в сильные снегопады, в результате чего в ряде регионов были закрыты около 350 школ. Сегодня ситуация остается напряженной. Метеорологи предупреждают о сохранении риска новых оползней из-за предельного переувлажнения почвы. Москва продолжает оправляться от последствий одного из самых мощных снегопадов текущего зимнего сезона, который за сутки с 27 по 28 января принес в столицу до 20% месячной нормы осадков. Городские службы работают в авральном режиме. По данным комплекса городского хозяйства, на улице выведено более 12 тысяч единиц специализированной техники и около 80 тысяч дорожных рабочих. Основные усилия сосредоточены на расчистке ключевых транспортных артерий, подъездов к станциям метро, остановкам общественного транспорта и социальным объектам. Ситуация на дорогах остается напряженной. Из-за снежных заносов и гололедицы вчера утром в столице были зафиксированы многокилометровые пробки, а скорость движения на МКАД и магистралях существенно снизилась. В аэропортах Московского узла также сохраняется режим повышенной готовности. Из-за необходимости непрерывной расчистки взлетно-посадочных полос и противообледенительной обработки самолетов были задержаны или отменены десятки рейсов. Синоптики предупреждают, что, несмотря на кратковременное ослабление, ожидается новый виток метели и понижение температуры, что приведет к образованию сильной наледи. Госавтоинспекция призывает москвичей по возможности отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Полный цикл очистки города от последствий стихии, по оценкам экспертов, займет не менее 3-5 дней при условии стабилизации погодных условий. Вечером во вторник на фешенебельном французском горнолыжном курорте Куршевель 1850 произошел сильный пожар в одном из старейших и наиболее престижных отелей – пятизвездочном «Отель де Гранд Эльпс». Возгорание началось около 19 часов по местному времени в мансардной части здания, где стоимость номеров достигает 11-15 тысяч фунтов стерлингов за ночь. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям крыши, из-за чего над поселком поднялся гигантский столб дыма, видимый со всех окрестных склонов. Стихия вызвала масштабную эвакуацию. Из самого здания Гранд Эльпс были выведены 83 человека, включая около 40 сотрудников персонала. По мере распространения пламени и возникновения угрозы соседним строениям, префектура департамента Савойя распорядилась эвакуировать еще около 200 гостей из расположенного рядом пятизвездочного отеля «Лелана». Всего зону бедствия покинули более 270 человек.
Пожар также полностью уничтожил здание прилегающего ресторана «Ле Денали» и расположенный в комплексе бутик обувной сети «Рандеву». В борьбе с огнем, которая продолжалась более суток, были задействованы 131 пожарный и свыше 50 единиц спецтехники. Жертв среди постояльцев удалось избежать, все эвакуированные были временно размещены в муниципальном зале и позже переселены в другие отели курорта. По сообщениям властей, 4 пожарных получили легкие отравления продуктами горения в ходе ночной операции. Жандармерия Савойи приступила к расследованию причин катастрофы, рассматривая технические неисправности в чердачном помещении в качестве основной версии. – 27 января южные и западные регионы Турции оказались под воздействием мощной средиземноморской атмосферной системы, которая принесла с собой экстремальные ливни, крупный град и серию опасных вихревых явлений. Наиболее критическая ситуация сложилась в провинциях Анталия, Мугла и Мерсин. Шквалистый ветер, порывы которого достигали 100-110 км в час, вызвал масштабный хаос и привел к повреждениям городской и сельскохозяйственной инфраструктуры. В Анталии, в районах Серик и Аксу, интенсивные осадки привели к резкому выходу рек из берегов, в результате чего оказались затоплены сотни гектаров теплиц и плантаций цитрусовых. В курортном Кемере и прилегающих поселках крупный град размером с грецкий орех повредил кровли домов и разбил стекла сотен автомобилей, а мощный штормовой нагон привел к разрушению пляжных конструкций на первой береговой линии. Стихия сопровождалась возникновением нескольких водяных смерчей в акватории Эгейского и Средиземного морей, один из которых вышел на сушу в районе Фетхия, сорвав крыши с ряда строений и повалив десятки вековых деревьев на проезжую часть. В Мерсине проливные дожди спровоцировали внезапные паводки, которые парализовали движение транспорта на ключевых магистралях. Муниципальные службы провели десятки операций по эвакуации людей из затопленных низинных кварталов и заблокированных машин. Несмотря на значительный материальный ущерб и массовые отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП, официальных данных о погибших не поступало. Метеорологи предупреждают, что влияние холодного фронта смещается вглубь страны, и риск возникновения новых локальных вихрей и селевых потоков в горных районах сохраняется. Власти призывают жителей южных провинций воздержаться от поездок до полной стабилизации погоды. Австралийский штат Квинсленд столкнулся с двумя экстремальными погодными условиями – катастрофическим наводнением на севере и аномальной жарой на юго-западе. В северной части штата тропический циклон Коджи и последовавшая за ним тропическая депрессия вызвали мощнейшие паводки, которые синоптики назвали крупнейшими с 1974 года. В небольшом городке Эйнслей после прорыва плотины Копперфилд вода хлынула в поселение настолько стремительно, что жители не успели предпринять какие-либо защитные действия. Одной из жертв стихии стал исторический отель Эйнслей Хоутел, который за 30 лет не сталкивался с угрозой подтопления, но теперь оказался затоплен по барной стойке. Из-за плохой видимости и штормовых условий использование спасательных вертолетов в районе Эйнслея было временно приостановлено, и жителям, собравшимся на возвышенностях у дороги Эйнслей-Форсайт и готовившимся к эвакуации, поступило распоряжение укрыться на месте до улучшения погоды. В это же время в других частях северного Квинсленда фермеров спасали с крыш затопленных домов. Многие дороги, включая прибрежные участки в пострадавшем регионе, разрушены. Власти штата предупреждают, что паводковая волна теперь движется вниз по течению реки Гилберт, создавая угрозу для изолированных общин в районе залива Карпентария. В это же время юго-западный Квинсленд накрыла экстремальная волна тепла. В городе Таргаминда столбики термометров вплотную приблизились к отметке 48,9 градусов Цельсия. Бюро метеорологии сохранило предупреждение о сильной жаре для большинства внутренних и юго-восточных районов штата, включая Брисбен и Золотое побережье. Столь резкий контраст климатических условий от разрушительных наводнений до иссушающего зноя привел к объявлению режима повышенной готовности по всему штату. На фоне непогоды отключения электроэнергии затронули более 15 тысяч домохозяйств. Метеорологи предупреждают, что наводнения в
в речных бассейнах сохранятся еще несколько дней. На Камчатке зафиксировано резкое увеличение активности одного из самых северных действующих вулканов полуострова – Шевелуча. Согласно оперативным данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, исполин произвел мощный выброс пепла, который поднялся на высоту около 7000 метров над уровнем моря. Шлейф пепла под воздействием ветров распространился в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного, растянувшись на десятки километров. В связи с этим вулкану был присвоен повышенный оранжевый код авиационной опасности, предупреждающий о риске для двигателей низколетящих воздушных судов. Текущая активность Шевелуча характеризуется не только пепловыми выбросами, но и сильной фумарольной деятельностью в районе купола 30 лет Победы. Ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН ведут круглосуточный мониторинг ситуации, отмечая, что в любой момент возможны новые выбросы пепла на высоту до 10-15 километров, а также сход раскаленных пирокластических потоков по склонам. В ближайших населенных пунктах, таких как поселок Ключи, расположенный в 45 километрах от подножия, пеплопада на данный момент не зафиксировано, однако экстренные службы рекомендуют жителям иметь при себе средства защиты органов дыхания на случай изменения направления ветра. Туристическим группам настоятельно рекомендовано воздержаться от посещения района вулкана, так как нахождение в непосредственной близости от него представляет смертельную опасность из-за непредсказуемого характера извержения. 27 января в индийском регионе Джамму и Кашмир на горнолыжном курорте Сонмарг сошла крупная снежная лавина. Стихия обрушилась на труднодоступную местность в районе Сарбаль. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало, так как зона схода не затронула жилые или туристические объекты. Инцидент произошел на фоне экстремальных погодных условий, которые установились в регионе. После рекордных снегопадов, зафиксированных ранее в Химачал-Прадеше и по всему Кашмиру, в горах сохраняется высочайший уровень лавинной опасности. Власти региона заблаговременно ввели ограничения на передвижение по высокогорным трассам. По данным местных служб гражданской обороны, обрушение снежных масс привело к частичной блокировке дороги, ведущей к Сарбалю. Утром 28 января инженерные подразделения и дорожные службы приступили к расчистке завала. Специалисты предупреждают жителей и туристов о необходимости строго соблюдать пределы обозначенных безопасных зон, так как остается риск схода новых лавин из-за нестабильности снежного покрова на склонах Гималаев. В индонезийской провинции Западная Ява мощный оползень, вызванный затяжными муссонными ливнями, за считанные секунды уничтожил строительную технику и унес жизни людей. Трагедия развернулась на одном из участков, где велись аварийные работы по укреплению склонов. Огромная масса переувлажненного грунта внезапно пришла в движение, подхватив с собой бульдозер, грузовик и находившихся поблизости рабочих. По предварительным данным, в результате инцидента погибли как минимум 2 человека, еще один рабочий до сих пор числится пропавшим без вести. Поисково-спасательная операция осложняется крайне нестабильным состоянием почвы и сохраняющейся угрозой новых обвалов. Чудом удалось избежать большего числа жертв благодаря бдительности водителя грузовика. Заметив начало движения пласта земли в последние секунды, он успел выскочить из кабины и отбежать на безопасное расстояние. Данное происшествие стало частью масштабного природного бедствия, охватившего округ Западный Бандунг. В этом же регионе 24 января 2026 года на склонах горы Бурангранг сошел гигантский оползень, который уничтожил около 34 домов в деревне Пасерлангу. Число погибших в результате череды оползней в провинции уже превысило 25 человек, более 70-80 жителей по-прежнему считаются пропавшими без вести. Власти Индонезии объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации. Психологи и социальные службы оказывают помощь сотням эвакуированных жителей, лишившихся крова и имущества.
Мексиканский штат Кинтана-Роо столкнулся с прохождением холодного фронта, который принес сильные осадки и спровоцировал масштабный логистический коллапс в крупнейших туристических центрах региона. В Канкуне и Плая-дель-Кармен проливные дожди, продолжавшиеся несколько часов, привели к переполнению ливневых систем и затоплению ключевых городских артерий. В Канкуне уровень воды на основных проспектах поднялся настолько высоко, что десятки легковых автомобилей оказались заблокированы, а движение общественного транспорта было фактически парализовано. Муниципальные службы были вынуждены задействовать тяжелую технику для эвакуации застрявших машин и расчистки ливневых стоков от принесенного мусора. Не менее тяжелая ситуация сложилась в Плая-дель-Кармен, где подтопления затронули не только жилые кварталы в низменностях, но и популярную туристическую зону. Федеральная трасса 307, соединяющая Канкун с Тулумом, стала местом многочисленных заторов. Из-за скопления воды на проезжей части и плохой видимости произошла серия мелких ДТП. По сообщениям местных властей, в ряде районов штата зафиксированы кратковременные перебои в подаче электроэнергии и сбои в работе сотовой связи. Метеорологи предупреждают, что влияние холодного фронта в регионе сохранится, в связи с чем жителям и гостям Ривьеры Майя рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте и проявлять максимальную осторожность вблизи зон подтопления. – 26 и 27 января северные и центральные регионы Португалии столкнулись с разрушительным атлантическим штормом Джозеф, который принес с собой ураганный ветер и экстремальные ливни. Одной из наиболее пострадавших территорий стал муниципалитет Гондамар в округе Порту. В результате непрекращающихся осадков уровень воды в реке Доуру и ее притоках резко поднялся, что привело к масштабным наводнениям в низменных районах города. Потоки воды затопили жилые кварталы, коммерческие объекты и подвальные помещения, нанеся значительный материальный ущерб местным жителям. В ряде секторов Гондамара шквалистые порывы ветра, достигавшие 110 км в час, привели к массовому падению деревьев, повреждению кровли зданий и обрывам линий электропередач, оставив тысячи людей без энергоснабжения. Службы гражданской обороны и пожарные подразделения Гондамара совершили более сотни выездов для откачки воды и расчистки дорог от завалов. Из-за затопления дорожного полотна и оползней транспортное сообщение в регионе оказалось серьезно нарушено, что заставило власти перекрыть несколько ключевых трасс, связывающих Гондамар с Порту. Несмотря на масштаб стихии и многочисленные случаи спасения людей из затопленных автомобилей, официальных данных о погибших или тяжело раненых не поступало. Метеорологи предупреждают, что хотя центр шторма Джозеф смещается вглубь континента, почва в регионе остается предельно перенасыщенной влагой, что сохраняет высокий риск новых оползней и локальных паводков. К концу января на австралийском острове Рождества началась ежегодная миграция миллионов детенышей красных крабов. Это впечатляющее зрелище дарит надежду на выживание вида после того, как взрослые особи завершили свой путь к морю и отложили яйца. После вылупления личинки, превратившиеся в крошечных крабиков, массово начинают свое опасное путешествие вглубь острова. Их путь – это изнурительный марш-бросок из океана в безопасные джунгли, занимающий в среднем 9 дней. Миллионы крошечных красных точек покрывают дороги, скалы и пляжи, двигаясь единым потоком. Основная цель миграции – спастись от многочисленных прибрежных хищников, в первую очередь от инвазивных желтых муравьев, которые представляют огромную угрозу для молодых особей. На острове предпринимаются беспрецедентные меры для защиты мигрантов, перекрывают дороги, строят специальные мосты и барьеры, а также используют яды для контроля популяции муравьев, чтобы обеспечить выживание крабов. Успешное завершение этого путешествия критически важно для экосистемы острова. После достижения цели миграции молодые крабы проведут первые 3 года своей жизни в тенистом и влажном лесу, прежде чем достигнут половой зрелости и присоединиться к следующему поколению, которое отправится в обратный путь к морю для размножения. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.